Запад готовится ввести войска в Украину, неожиданный гость в резиденции Трампа, и польский министр не смог сдержаться в выражениях по поводу соседей. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Трамп угрожает Ирану бомбежкой и готов ввести пошлины против Кремля. Что разозлило Пентагон и ввело Белый дом в режим паники. Почему испытания первой европейской орбитальной ракеты закончились трагически? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Европа готовится к резкому шагу. После войны на территорию Украины могут войти западные войска с авиацией, флотом и техникой. Об этом сообщает ряд западных медиа. Инициаторами выступают Франция и Великобритания, которые всерьез обсуждают создание коалиции стран, готовых разместить свои силы на украинской территории для охраны городов, инфраструктуры и военной логистики. Это не НАТО, это коалиция желающих, отдельный формат, который позволит обойти формальные рамки альянса, но при этом усилить западное военное присутствие в Украине. Разные заявления относительно численности, относительно дислокации, относительно распределения обязательств между странами, которые готовы посылать свой континент, будь то обеспечение безопасности на суше, на воде, в воздухе и тому подобное. Я бы прежде всего говорил бы, если мы говорим о силах сдерживания, это прежде всего, какую задачу они должны бы решить, прежде всего. План обсуждается уже сейчас, несмотря на то, что война еще не закончена. По информации инсайдеров, в ближайшие недели в Киев может прибыть группа военных экспертов, чтобы оценить, где именно размещать силы, сколько их нужно и как они будут взаимодействовать с украинской армией. Речь идет не только о наземных войсках. В планах использование боевой авиации и военных кораблей для патрулирования неба и Черного моря. Жесткий сигнал из Варшавы. Глава польского МИД Радослав Сикорский прямо назвал Россию угрозой для Европы и объяснил, почему. По его словам, все просто. Угроза не исчезнет, пока страной управляет Владимир Путин. Министр в интервью местному телеканалу не стал подбирать выражения. Он четко дал понять, сегодняшняя Россия – это кровавая диктатура, в которой политзаключенных больше, чем было в умирающем Советском Союзе. А идеология Кремля – это не что иное, как одержимость возвращением империи. Она построила идеологию, промытую мозгами о возвращении к империи. Поэтому Россия под этим руководством и с этой государственной идеологией будет угрозой до тех пор, пока у нее есть это руководство. Сикорский напомнил, от того, как закончится война, зависит не только судьба Украины, но и безопасность всего континента. При этом министр не исключил, что Россия может просто сдуться, у нее банально начнет не хватать людей и техники, чтобы продолжать наступление. И вот тут главный вопрос. Действительно ли Кремль может начать сыпаться изнутри? Как думаете вы? Пишите в комментариях под этим видео, это очень важно. Силы обороны Украины пересекли границу России на американской технике без разрешения Вашингтона. В администрации Байдена якобы разозлились и паниковали, когда украинцы потопили Москву. Громкое расследование The New York Times, и оно рисует куда более взрывоопасную картину сотрудничества Украины и США, чем принято говорить вслух. К тому же в издании акцентируют на том, что первоначальным планом контрнаступления в 2023 году предусматривалось освобождение Мелитополя, но генерал Сырский настоял на Бахмуте, и в итоге на обоих направлениях силы обороны потерпели поражение. По данным издания, летом 24-го украинские военные вошли в Курскую область, используя американскую бронетехнику, вопреки договоренностям с Вашингтоном. В Пентагоне это назвали шантажом, но поддержку Киева не свернули. Наоборот, позже ее только усилили. Вот хронология того, что происходило за кулисами. Все началось еще в 22-м, когда в немецком Висбадене США создали секретный штаб Task Force Dragon, откуда шли разведданные, координаты, артиллерия. ВСУ били, США указывали цель. Весной 23-го планировалось мощное наступление на Мелитополь, и американцы требовали сосредоточить силы именно там. Но украинское командование разошлось во мнениях. Залужный соглашался, Сырский
потащил армию под Бахмут. Ресурсы разделили, в итоге прорыва не случилось, а США об изменении плана узнали по спутнику. Потом наступил перелом, Байден понял, наступление буксует и стал снимать запреты на удары по территории РФ. Так появились удары по Белгороду, а позже и по Крыму. Украина требовала разрешить больше. Зеленский в разговоре с Блинкеном сказал жестко: «Вы ошибаетесь, мы знаем россиян, бить надо по Москве». Осенью 24-го Россия ударила по Покровску. США хотели мобилизации в Украине, призыв с 18 лет, но Зеленский отказался. Цитирую: «Нечем вооружить 18-летних». И, наконец, после победы Трампа на выборах уходящий Байден снял последние ограничения. ВСУ дали зеленый свет на использование Storm Shadow и Атакамс по территории России. Украина, судя по всему, играет по своим правилам, даже если это злит Вашингтон, а Белый дом, несмотря на раздражение, продолжал помогать, по крайней мере до Трампа, потому что ставки слишком высоки. А мы поговорили о реакции США на действия украинских сил якобы без согласования с Вашингтоном с политологом и украинским военнослужащим Александром Антонюком. Учитывая угрозы, которые декларируют в Кремле, в Белом доме посчитали, что есть угроза, что Соединенные Штаты Америки и НАТО будут втянуты в войну с Россией, чего они будут избегать даже в случае вторжения, условно, на какую-нибудь страну сегодня из НАТО. То, естественно, мы, используя, во-первых, нормы международного права, имеем право на самозащиту и проведение тех операций, которые позволят эту самозащиту, естественно, усиливать. Поэтому тут скорее больше политики. Ну и давайте говорить откровенно, я думаю, что это, опять же, статья, которая она дает некую интерпретацию. Потому что если мы говорим вообще про отношения Соединенных Штатов и про их натянутость, то, мне кажется, они до конца искренними не были все наших 30 лет. Один факт очевиден: война уже давно вышла за пределы Украины, и никто не знает, где ее красная линия на самом деле. Трамп пригрозил Ирану бомбежкой, если Тегеран не пойдет на переговоры, или, как говорит Трамп, на сделку, это будут удары, которых Иран еще не знал. Если там не вернуться в ядерную сделку, так и будет. И телеканал Sky News Arabia публикует письмо, которое накануне Трамп отправлял духовному лидеру страны. Если вы готовы к переговорам, мы тоже готовы. Но если вы продолжите игнорировать интересы мира, история запомнит, что вы упустили прекрасную возможность. Вашингтон и Тегеран сейчас ведут непрямые переговоры, но иранский президент Пезешкиан уже ответил: переговоров с США по ядерной программе не будет. Мы не только не избегаем переговоров, но именно нарушение соглашений Америкой в прошлом до сих пор создавали нам проблемы. Американцы должны доказать, что могут вернуть доверие относительно своих решений, и я надеюсь, что это тоже воплотится в жизнь. Дональд Трамп вышел в жесткий режим, потому что после этого он заявил, что взбешен и раздражен словами Путина о Зеленском, назвав их неправильным направлением. Это реакция на то, что Кремль предложил создать в Украине переходное правительство, фактически устранить Зеленского. Трамп отреагировал резко, цитирую: «Если Россия действительно виновата, я введу вторичные пошлины 25%, а может и 50% на всю нефть из России», конец цитаты. По информации NBC News, на этой неделе Трамп еще раз позвонит Путину. Я больше чем уверен, что сегодня в Кремле стоит некая очередь из олигархов, некая очередь из подсанкционных персоналей, которые пытаются, так сказать, надавить на Путина в том смысле, что давай, так сказать, мы из них выдавим все, что можно, если действительно с нас непосредственно снимут санкции. Так что здесь, как мне кажется, еще и приплетается в действиях Путина вот такой, так сказать, давайте его условно назовем курный момент со стороны тех, кто реально страдает и несет определенные потери от санкций. Неожиданный визит и неожиданный дуэт. Президент Финляндии Александр Стубб прилетел во Флориду на неформальную встречу с президентом США. Без анонсов, без пресс-конференций, но с гольфом и политикой. Оба сообщили о встрече только в соцсетях. Трамп видит укрепление партнерства с Финляндией через Арктику и гольф-клуб. А президент Финляндии, напомню, 19 марта встречался с Владимиром Зеленским. Во время визита мы обсудили отношения между Финляндией и США, а также текущие вопросы внешней политики, включая Украину.
Финляндия, напомним, граничит с Россией и совсем недавно вступила в НАТО, а сам Ступ ранее жестко выступал против любых уступок Кремлю. Украина не должна терять ни пяди своей земли, говорил он. За год Беларусь потеряла почти 47 тысяч человек. Демографическая катастрофа в стране набирает обороты. По официальным данным Белстата, на 1 января 2025 года численность населения составляла 9 миллионов 109 тысяч 280 человек. И это почти на 47 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году убыль составила около 45 тысяч, а в 2021 рекордные 94 тысячи. Единственный рост зафиксирован в Минске, там плюс 3868 человек. Но этот прирост не спасает общую картину стремительного вымирания нации. Ситуация критическая, если тенденция сохранится, Беларусь рискует столкнуться с необратимыми последствиями для экономики, социальной сферы и национальной идентичности. Власть молчит, но цифры говорят сами за себя. Страна теряет население с ужасающей скоростью. Первая европейская орбитальная ракета взорвалась через 40 секунд после старта. Зрелищный провал на старте европейских космических амбиций. Ракета «Спектрум» от немецкого стартапа ISAR Aerospace взорвалась практически сразу после запуска с космодрома в Норвегии. Это должен был быть первый орбитальный запуск с территории Европы без помощи США или французской Гвианы. Ракета была беспилотной, но символически это был большой шаг для независимых европейских космических программ, особенно на фоне растущего спроса на коммерческие спутники. В компании заранее предупредили, это только тест, и он может не увенчаться успехом, и да, он не увенчался. Ракета рухнула и взорвалась, но ISAR Aerospace утверждает, что полученные данные будут полезны для следующих попыток. Типичная формулировка после неудачи. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.